Привет, друзья! Сейчас главные новости Европы. В начале февраля канцлер Фридрих Мерц отправился в трехдневную поездку по странам Персидского залива. Это Саудовская Аравия, Катару и Объединенных Арабских Эмиратов для обсуждения новых контрактов на газ и СПГ – сжиженный природный газ. И это еще не все. В Германии растет зависимость экономики от американских поставок газа, и вместе с этим обсуждаются вопросы оборонных и стратегических расходов. Фридрих Мерц отметил, что Германия должна защитить свои интересы и укрепить промышленную базу, включая энергетику и критические технологии. Брюссель срочно запускает новые программы по развитию ВПК и энергетической инфраструктуре в ЕС. И напоследок, сегодня в Германии банки и финансовые организации обязаны сообщать о подозрительных операциях Федерального бюро финансовой разведки. Чаще всего это касается криптовалют, крупных переводов и сделок с драгоценными металлами. Нарушение правил карается огромными штрафами. Что нужно знать нам с вами? Здравствуйте, обо всех этих последних событиях Европы коротко расскажу буквально за несколько минут. Итак, в начале февраля канцлер Фридрих Мерц отправился в трехдневную поездку по странам Персидского залива, это Саудовская Аравия, Катару и Объединенным Арабским Эмиратам, чтобы обсудить энергетическое сотрудничество и новые контракты на газ и сжиженный природный газ СПГ. Кстати, напомню, что эта поездка не первая попытка Германии укрепить связи с арабскими монархиями. В 2022-2025 годах немецкие компании уже подписывали соглашения о поставках СПГ из Объединенных Арабских Эмиратов и Катара, но нынешний визит Мерца направлен на углубление сотрудничества по энергоносителям и диверсификации поставок. С конца 2022 года Германия, вы знаете, сократила поставки российского газа практически до нуля, а затем стала сильно зависеть от импорта СПГ, в первую очередь из Соединенных Штатов Америки. По данным немецких политиков, доля американского СПГ на рынке оставалась высока, и правительство опасалось излишней зависимости от одного поставщика. На переговорах в регионе Мерц акцентировал внимание на долгосрочных энергетических контрактах. Одно из направлений – это расширение уже действующих договоров на поставку сжиженного природного газа СПГ, включая планы увеличить объемы закупок у Катара сверх прежних 2 миллионов тонн в год. Для немецких компаний и экономики такие соглашения на самом деле важны по нескольким причинам. Приведу пример. 60-летний крестьян из Баварии, владелец небольшого производства инженерных деталей, отмечает, цитата: «Наш завод потребляет газ в больших объемах, и мы давно ищем стабильные контракты. Перечисленные суммы в счете на энергию – это то, что мы платим ежемесячно. А мы с вами, как лучшие экономисты, прекрасно понимаем его опасения, так как резкие колебания поставок или цены напрямую отражаются на его себестоимости продукции этого предприятия. Но хочу сделать акцент на том, что условия, которые ставят партнеры на Ближнем Востоке, отличаются от тех, к которым привыкли в Европе, потому что местные экспортеры вкладывают в условия по срокам контрактов и объемам, нередко ориентируясь на многолетние рамки, то есть 10-15 лет и даже более. Это выгодно для них, как для экспортеров, но для нас с вами, точнее для Германии, означает обязательства на длинный период. А это, в свою очередь, как вы понимаете, не всегда укладывается в планы по переходу к возобновляемым источникам энергии и снижению потребления газа. Кроме энергопоставок, новый уровень переговоров затрагивает и оборонную промышленность. Во время визита Мерц отметил планы расширить сотрудничество по поставкам немецкой техники партнерам из Персидского залива после пересмотра некоторых правил поставок. Урсула фон дер Ляйен на днях в Брюсселе подчеркнула необходимость формирования устойчивой европейской энергетической сети, но конкретных общих стандартов по долгосрочным контрактам с третьими странами пока все же нет. Поэтому такое вот положение оставляет Германии пространство для собственных решений, но одновременно накладывает на нее ответственность, то есть за последствия таких решений на всю экономику Евросоюза. На самом деле история немецкой энергетики длинная. Еще до 2022 года основным поставщиком газа, как вы знаете, для Германии оставалось российское голубое топливо, которое поставлялось по трубопроводам. Затем поставки изменились, и Германия стала искать альтернативу сначала на рынке американского СПГ, сжиженного природного газа, а теперь и в Персидском заливе. Как это повлияет на энергетику, покажет время. Следующая новость одна из самых важных. Сейчас, после изменений в политике Соединенных Штатов Америки, Германия сталкивается с новыми условиями, при которых прежняя модель, когда Соединенные Штаты Америки одновременно обеспечивали военную защиту, политическую поддержку и доступ к технологиям, больше не действует в прежнем формате.
Сегодня видно, что американская администрация рассматривает вопросы безопасности Европы с учетом интересов только Соединенных Штатов Америки, например, торговых, промышленных и стратегических. Германия, как вы уже знаете, закупает американский сжиженный природный газ по долгосрочным контрактам, привязанным именно к доллару и американским хабам. Одновременно США усиливают требования по военным расходам в рамках НАТО. В итоге Берлин платит дважды – за энергию и за безопасность. И это все по правилам, которые формируются за океаном. Фридрих Мерц в этом контексте говорит прямо, что сегодня Германия не может строить экономику, зависящую от решений другой страны, если эти решения принимаются без учета немецких интересов. Он дал понять, что его позиция по усилению европейской промышленной базы, включая энергетику, оборону и критические технологии. Речь идет о конкретных вещах, то есть его очень беспокоит, где сейчас производится оборудование, кто контролирует цепочки поставок и в какой валюте заключаются контракты. Мы также с вами видим, что Урсула фон дер Ляйен со стороны Еврокомиссии продвигает ту же линию, но на уровне Европейского Союза. Брюссель запускает все новые программы по развитию европейского ВПК, чипов и энергетической инфраструктуры. Но сейчас проблема для Европы в том, что замещение американских поставок все чаще идет именно за счет Китая и стран Азии. Например, мы с вами также видим, что в энергетике это проявляется в оборудовании, в промышленности и компонентах, а также в цифровой инфраструктуре. Я вам хочу еще напомнить, что исторически Германия уже проходила похожую ситуацию. В 1970-х годах страна сделала ставку на дешевые энергоресурсы из СССР, получив быстрый рост, но потеряв при этом гибкость. После 2022 года зависимость сменилась, теперь она стала, скажем так, трансатлантическая. Еще я нашел один пример из жизни. 48-летний инженер Маркус из Северного Рейна-Вестфалии, работающий на предприятии по производству промышленного оборудования. Его компания закупает американские системы управления и платит за энергию по контрактам, привязанной к цене заказ в США. За 2 года себестоимость продукции выросла настолько, что часть заказов была перенаправлена в Азию. В итоге сегодня Германия вместе с канцлером Мерцем оказалась между двумя задачками – снизить зависимость от Соединенных Штатов Америки и одновременно не попасть в новую, я имею в виду от Китая и азиатских поставщиков. Именно поэтому в Берлине сейчас говорят о контроле, кто владеет ресурсами, технологиями и правилами игры. Но на этом сюрпризы дня не заканчиваются. Сегодня в Германии банки и финансовые организации обязаны сообщать о подозрительных операциях Федеральное бюро финансовой разведки. Эти сообщения называются САР. Сразу объясню, что это за сообщение. Это конфиденциальное уведомление, которое отправляет банк, криптобиржа или финтех, когда шаблон транзакции вызывает подозрение. То есть мы с вами даже не знаем об этом. И вот их количество выросло в последние годы. В 2024 году только по криптовалютам было подано, внимание, 8711 таких отчетов, что выше уровня предыдущего года. Такие операции отмечаются, когда финансовый перевод или, например, сделка отличается от обычного поведения клиента или имеет признаки попытки скрыть происхождение денег. Среди наиболее часто отслеживаемых в Германии операций – это транзакции с криптовалютами, например, включая биткоин, этериум и другие крупные токены, которые проходят через сервисы, затрудняющие отслеживание, например, миксеры, анонимные биржи и игровые платформы. Не буду вдаваться в подробности, что это такое, чтобы вас не нагружать. Но приведу типичный пример, связанный с передвижением денег через криптобиржи. 32-летний Ларс из Берлина, это трейдер на свободной децентрализованной платформе, обнаружил, что его счета были временно заблокированы после одной серии переводов в биткоинах на крупную биржу. Банк запросил объяснение происхождения средств, поскольку подобные транзакции автоматически классифицируются как подозрительные, то есть они похожи на схемы, которые используются для отмывания денег и сокрытия легального дохода. Другой тип отслеживаемых операций – это транзакции, которые не соответствуют обычному профилю клиента. Например, если на счет семьи внезапно поступают крупные суммы из разных стран или векселя большого размера у малых предприятий, сотрудник банка обязан отметить их как подозрительные и отправить информацию куда? Правильно, Федеральное бюро финансовой разведки. Это помогает выявить случаи, когда фирма получает средства из источников, требующих дополнительной проверки. И тут хочу сказать вам важный момент, что банки, которые не вовремя информируют о таких операциях, сами становятся объектом наказания. Например, Федеральное управление финансового надзора Германии оштрафовало филиал JP Morgan в Германии на 45 миллионов евро только за задержки с отправкой этих сообщений о подозрительных операциях.
Таким образом, я надеюсь, вы уже понимаете, что подозрительные операции – это не только крупные переводы, это более широкий спектр действий, которые выходят за рамки обычного поведения клиента и могут скрыть попытку нарушить закон. На этом пока все. Спасибо за просмотр.